Обычно мы считаем, что самые лучшие идеи для нашей работы мы получаем, сидя за письменным столом в кабинете с огромными окнами, великолепным видом на реку или парк. Именно такого принципа придерживаются строительные компании, когда планируют большинство офисов. Что чем ближе человек к вершине, тем больше его места должно соответствовать этому предполагаемому идеалу, в знак уважения к его уму и качеству мышления, благодаря которым он будет вести компанию к процветанию. Потому у всех начальников, как правило, самые большие столы и самые лучшие виды. Хотя на самом деле эта идея с видами не соответствует тому, как работает наш разум. И огромный стол или скучный горизонт лишь препятствуют хорошему мышлению, потому что они потенциально несут в себе тревогу и давление. Мы чувствуем больше ответственности, которая словно тяжелая плита придавливает наши плечи и не дает нам освободить свое воображение. Наш разум лучше всего функционирует в состоянии покоя, когда его больше ничего не отвлекает. Если же, сидя на вершине или все еще где-то внизу, мы будем думать о росте, это не даст нам расслабиться, а наоборот, лишь вызовет больше тревоги, заставит почувствовать усталость, желание отвлечься, например, выйти в интернет. И все эти отвлекающие маневры сбивают нас с хода наших мыслей, блокируют процесс, который ведет нас к возникновению идеи. Именно поэтому душ оказывается очень полезным для работы нашего разума и заслуживает права называться одним из лучших мест на планете, где можно серьезно задуматься о важных для нас вещах. Среди шума воды и пара, которые помогают нам расслабиться перед началом нового трудового дня, ум сбрасывает тревогу. И пока мы старательно моем спину или тщательно ополаскиваем волосы, наш разум освобождается от всего ненужного, и идеи, которые уже сформировались где-то на задворках нашего мозга, приобретают яркое и полное осознание. Ведь здесь, в душе, где нам не нужно притворяться, и нас никто не заставляет думать о проблемах, мы на самом деле начинаем мыслить более свободно и смело. Это сопоставимо с ощущениями, когда мы одни едем в машине по шоссе или гуляем по лесу. Наш разум словно сбрасывает все защитные слои, открывает все заслонки, которыми мы заперли его внутри, и становится настолько открытым, что позволяет нам найти решение для самых сложных проблем. В современном мире хорошие идеи ценятся чрезвычайно высоко. Но никто не занимается исследованием того, почему нам так чрезвычайно трудно их вынашивать. Ральф Уолдо Эмерсон однажды написал: «В умах гениев мы находим собственные забытые мысли». Другими словами, мысли гениев не отличаются от мыслей большинства из нас. Просто гении способны откинуть все запреты и предубеждения, которые мешают развитию этих мыслей. Было бы здорово, если бы в будущем люди наконец осознали, что такое настоящее мышление и как оно происходит. Поняли бы, что на самом деле настоящие враги лучших идей не маленькие столы и отсутствие шикарного вида за окном кабинета, а наша тревожность, лучшее лекарство от которой – это изучение библиотеки нашего глубинного внутреннего «я» во время утреннего душа.